И, наконец, финальный шаг проектирования – это расстановка накладок. Напоминаю, что в данном случае вот этот зазор связан с тем, что выравнивание проводится в позиции центрального соотношения, то есть челюсть выдвинута вперед и вниз, и, соответственно, имеет место контакт на передних зубах и разобщение в боковой зоне. Мы можем поставить окклюзионные накладки автоматически. Они ставятся на том зубном ряду, на котором больше кап. В данном случае это нижний зубной ряд. Кликая на каждую накладку, появляется манипулятор, и мы ее адаптируем по высоте и по положению так, чтобы они имели контакт с антагонистами. Уверенный контакт с антагонистами. И вот мы, соответственно, проверяем это вот таким образом, устанавливая и проверяя по линии времени, потому что вот эта высота, видите, разобщение может увеличиваться, все определено контактами между зубами, и соответственно, высота накладки, она должна обеспечивать касание с антагонистами так, чтобы положение челюсти было устойчивым с одной и с другой стороны. После чего сохраняем созданный проект. Кнопка «Неснижаемые накладки» обеспечивает появление таких накладок, которые, например, нам нужны при лечении перекрестного прикуса или когда мы хотим так, чтобы заданная высота была и при жевании, когда, соответственно, нам необходимо задать некоторую неснижаемый вариант высоты прикуса. Тогда мы включаем это, и там, где такая накладка появляется, то она делается полупрозрачной, и мы можем увидеть, что там фрагмент окклюзионной поверхности будет заменен вот такой неснижаемой накладкой, на которой будет упираться антагонист. Соответственно, эта неснижаемая накладка будет формулироваться на модели, формироваться на модели нулевой, и мы, соответственно, заполняем ее композитом или специальным материалом, как и attachment, для того, чтобы она уверенно выдерживала вот эту окклюзионную нагрузку.